Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире Гринчики. Мы живем в США, но сейчас мы находимся в отпуске в Беларуси. И сегодня я для вас решил сделать, какое же спиртное и алкоголь продается в белорусских магазинах. И для этого я решил выбрать магазин Green. Поэтому сейчас иду в этот отдел и для вас посмотрим, что есть. Это значит, магазин Green находится в Жодино. Жодино численностью где-то 60-70 тысяч населения. Начнем, наверное, с самого моего любимого отдела, где продается алкогольная продукция. Водки. Смотрите, какой выбор. Здесь пиво и что-то из интересненького. Итак, начнем с того, что я знаю. Значит, внизу это армянские коньяки. Некоторые я пробовал, некоторые мне нравятся, некоторые не нравятся. Но за 40 рублей, думаю, вполне будет хорошего качества. Из этих вещей Круазье я еще не успел попробовать. Едем дальше. Виски Red Label стоит 68 рублей. Это как бы виски среднего ценового диапазона. Нормальный, рекомендую. Джек Дэниелс, который делают у нас в Теннесси. Мне черный не очень нравится, потому что он горьковатый. Стоимость сами видите. Мне очень нравится этот бурбон. Jim Beam. Стоимость его 49 рублей за 500 миллиграмм. Я его часто покупаю. Он практически, можно сказать, самый-самый дешевый бурбон. Но он нормального, хорошего качества. Но, чтобы вы понимали, по цене это самый дешевый бурбон. Потому что более-менее нормальный бурбон, среднего ценового диапазона, это $30 стоит. Потому что такой стоит в США где-то $17. Итак, переходим уже к алкоголю повыше классом. Black Label стоит где-то $32 в США, 0,7. Здесь мы смотрим, 0,7 стоит 167 рублей. Это, конечно, очень дорого. Дороже даже, чем в США. Так, виски, можно сказать, самый дешевый виски. Valentine's стоит 36,05. Этот виски, который вполне отличного вкуса и запаха, и это является самым экономным виски, поэтому я его часто покупаю, потому что мне нравится цена и качество, мне кажется, он выдерживает отлично. Следующие вискари Гранс и Джеймстон. Я считаю, что это виски примерно такие же, как и Valentine's, потому что это не... Как это сказать? Забыл. То есть это смеси виски. Это не чисто пшеничные виски. Но они стоят намного дороже. Джаггермейстер. У нас он где-то, наверное, стоит где-то 0,7 в районе, может, $25-28. Точно не помню. Сделал вам маленький экскурс. Что я вижу? Бакарди. Бакарди стоит, смотрите, 0,7 стоит 73 рубля. У нас 0,7 стоит такой Бакарди, стоит где-то $12. Но считается, что Бакарди это самый дешманский ром. Это уже дешевле не бывает. Это типа пойло для, знаете, там, я не знаю для кого. Как бы такое считается, что это самое дешманское пойло Бакарди. Так, по винам. Ничего не знаю из этих вин, которые здесь продаются. Но выбор виски, я считаю, очень даже хороший. Этот виски в районе 12 лет у нас стоит $40. 0,7. Здесь примерно та же самая цена, если это 0,7. 0,7, да. Так что выбор виски хороший. Выбор бурбона нету. Потому что только один. Так, едем дальше. Смотрим, что здесь есть еще. Итак, идем к белорусским настойкам. Значит, что я вам хочу сказать. Начнем с белорусских, армянских, грузинских коньяков.
Это коньяки посредственного качества. Ну, в принципе, можно пить вполне себе спокойно. Вот. Мне нравятся примерно все. Вот, я много перепробовал вот этих вот такого плана коньяков. И знаете, что я вам скажу? Мне понравились белорусские коньяки, которые они делают из итальянских спиртов. Вот. Аист еще есть какой-то витебского завода, Дивин, по-моему. Мне тоже очень понравился. И, кстати, мне нравится вот этот коньяк. Вот. Баланешт. Стоит 16,72. Я считаю, цена-качество у него сочетание отличное. По вкусу нормальный. Иногда даже нет смысла платить за какой-то там армянский коньяк. Поэтому рекомендую к нему присмотреться. Вот этот вот коньяк я покупал, Золотой Аист. Тоже классный. Тоже белорусский. Стоит чуть-чуть дороже. 20,65. Так, что вам еще хочу сказать? Этого ничего не знаю. Смотрите сами. Это типа виски белорусский. Типа выдержаны 3 года. Ну, не знаю даже, не могу ничего сказать, поэтому не пробовал. Итак, передвигаемся к тому, что я знаю по какому-то давнишнему опыту. Итак, когда я еще жил в Беларуси, мы с тестем всегда покупали вот эту тему, Старку. Знаете, какие мы покупали? Нам нравилась вот такая Старка. Медовая. Хочу вам сказать, что недавно мы встречались с одними товарищами. Вот они купили такую Старку. Да как, до чего же было... вот эту вот еще Старку. Вот. До чего же было мое удивление, когда это просто была такая гадость. Это просто вот Старка сейчас, ребята. Это просто реально отстой. Пить невозможно. Из ликеров. Ну, это имеет право быть. Черный знахарь. 13,47. Вот, но он какой-то крепкий, потому что я видел за 20 градусов. Вот он, с женьшенем. А есть 40. Вот разница в цене. Раньше очень часто я покупал белорусский бальзам, когда жил в Беларуси. Мне он тоже очень нравился. И даже в чистом виде. Крепкий орешек, пожалуйста. Ну что ж, теперь по пиву. Давайте пройдемся по пиву. Ну, вы знаете, мартини. Я очень часто покупаю мартини. А вот такой мартини часто покупаю именно экстра драй, чтобы не было никакого сахара. Он стоит $12 или 13, или 11, я не помню, в США. Ну, примерно такая же цена, но здесь 0,5, а у нас 0,7. Ну, очень достойный вермут. Он подходит как к изготовлению коктейлей, так и употреблению в чистом виде. И чинзано тоже класс, нормально. Вот. Но он почему-то дешевле, но по вкусу норм. Ну, это все то же самое, только в разной упаковке. Так, итак, переходим к пиву. Водка. Давайте с водки. Ну, ребята, я как-то купил себе пару водок и думаю сделать обзор. Ну, давайте покажу вам то, что есть по белорусским ценам.
сожалению, насчет водок я не знаю абсолютно ничего, которое продается в Беларуси, потому что я водки белорусские не пью. Для меня это водка плохого качества. Ну, как для меня. Поэтому, вы знаете, когда покупаешь за 12 рублей водку, то, может быть, все-таки за 16 рублей лучше белорусский коньяк купить. Поэтому я себе накупил на дегустацию и буду скоро это дело пробовать. Ну что ж, вот бульбаш. Вот, кстати, вчера я такой бульбаш пробовал. Нанофильтрация, все дела. 15 рублей. Кстати, вот еще я видел, что бульбаш стал делать какую-то премиальную водку, типа экспортный вариант. Не знаю, кто-нибудь пробовал. Расскажите, как она вам на вкус. Но ни разу не покупал. Ну что, начинаем делать тест пива. Как-то мне вот это понравилось один раз. Такое. Ну, я вам так скажу, что я не фанат белорусского пива, поэтому вот это вот, особенно пиво, которое находится в таких бутылках, это вообще не, как это сказать, я не знаю, пить невозможно. Делайте со мной что хотите. Ну, это просто не пиво. Раньше было неплохое пиво Стелла Артуа, но оно, к сожалению, не оригинальное, а российское. Это я не думаю, что будет хорошее. Вот это пиво оригинальное, классное, но это белорусское пиво. Россия, да. Хотя даже не вижу. Сейчас посмотрим. Блин, я не вижу, где она сделана. Так, значит, для меня, и, ребятки, я не вижу здесь ничего такого нормального, чтобы можно было сказать, что вот, купите, попробуйте. К сожалению, пиво белорусское, ерунда. Пытаюсь найти какое-нибудь импортное, но я даже не вижу здесь ничего из импортного пива. Все либо Россия, либо Беларусь. Так, идем дальше. Из шампанского. Я не очень большой фанат шампанского, поэтому не знаю. Сейчас просто сделаю вам Ну, в Штатах можно вполне приличное шампанское купить за 13-15 долларов.
Ну и я думаю, вы знаете, что шампанское может быть только брют. Полусладкое это так, вино, которое придумал Советский Союз. Это импортное французское шампанское. Ну вот, так оно и должно стоить. Поэтому имейте в виду, что цена должна быть примерно вот такая. А найти, например, минское шампанское я пока не вижу. Не вижу, ребятки. Где минское шампанское? Да, нашел, иду. Вот, кстати, вино в коробках. Может быть, кому интересно. Ну, обычно это вина, которые эконом-вариант. Знаете, мы обычно такие вина можем использовать только для приготовления глинтвейна. Вот потому что обычно тут низкокачественные такие вина, которые делают непонятно из каких виноматериалов, бодяжат там из чего-то. Вот есть глинтвейн, среднетелое. Ну, покажу вам сейчас, ладно, тогда какие-нибудь вина. Сравните, ребята, а кто из России нас смотрит? Как у вас дела обстоят с винами и по ценам? Значит, все эти цены указаны в белорусских рублях, поэтому, чтобы получить вам доллары, вам нужно разделить цену на 3. Ну вот мне вот этот сорт итальянских вин нравится. Я, правда, не знаю, какой именно это, но потому что это белорусское вино, но оно должно быть, конечно, итальянское. Поэтому вот. Массандровские вина, в то время как я жил в Беларуси, вот, они были очень качественные, но, видите, теперь это не оригинально, это Россия делает, либо это теперь уже Крым называется, да, Россия это. Посмотрим, где его произвели. Ну да, Ялта, Массандровский завод. Значит, оригинальный Массандровский. Вот. Кто любит такие портвейны белые, вот рекомендую Алушта. Шикарный белый портвейн. Если хотите что-то вкусного, сладенького или десертного с вашей девочкой, вот возьмите Херес. Будете приятно удивлены. 23 рубля всего. Кстати, надо, наверное, и мне такого захватить. Так, идем дальше. Грузинские вина. Но я читал раньше, было такое исследование, что все грузинские вина на нашей территории примерно продаются все поддельные. Поэтому я не знаю, насколько они оригинальные, качественные. Вот. У меня не дошло до того, чтобы купить какие-то вина здесь, в Беларуси, и попробовать. Вот. Мне очень нравится кинзмараули, если, конечно, это натуральное грузинское вино. Вот, полусладкое. Ну, написано, что вроде бы как Грузия. Так, что еще вам показать из вин? Мерло. Так, ну что же, движемся к шампанскому. То я так вам и не показал шампанское. Так, что мы здесь имеем? Ну что ж, если хотите нормальное шампанское, то вот это можно смело брать за 34 рубля. Советское шампанское покупать вам крайне не рекомендую, потому что это давно уже не советское шампанское, а низкокачественная газировка. Но если только вдруг в последних 5 лет
не произошел переворот на заводе и не стали делать опять качественные вина, как и раньше. Но, насколько я знаю, советское шампанское больше пить невозможно. Ну, тем более, как может быть шампанское за 8 рублей? Это же нереально, правильно? Итак, все-таки я решил взять херес массандровский. Стоит он 29,79. Вот. Ялтинский, все дела. Пойдем пробовать. Я вот думаю, как ты думаешь, хочешь попробовать оригинального хереса массандровский? Один из лучших. Это и в Алуште, которые делают. Крым. Да, Крым. Ну, теперь это Россия. Вот. Так, все, мы идем на кассу, закупились. Насчет мороженого. Я не могу представить, как вот эта вот баночка мороженого может стоить 32 рубля. 10 долларов. У нас она стоит, такая баночка, ну, долларов 6, да, максимум. Сумасшедшие цены. 18 рублей. Ну, а вот обычное какое-то такое на палочках, мороженое. Ну что ж, идем на кассу, кое-что накупили, даже польских кремиков каких-то, дешманских. Но они мне очень нравятся.